Зайдите, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, у вас Парфеновская, верно? Да. Пожалуйста. Давайте. Устал в дороге. Далеко ехал. Летел, вернее, в самолете. Давно не летал. Никак. Ну, ничего, нормально. Погода, смотрю, у вас отнялась. Это просто обычная питерская погода. Да, недаром говорят, в Питере дожди. Да. И депрессивное низкое небо. Да. Так всегда и происходит. Накиньте ремешок. Ремешок? Да вы знаете, я что-то как-то отвык уже от этой ерунды. У нас в Саратове как-то так на это смотрят сквозь пальцы. Это понятно, у вас в Саратове могут как угодно смотреть, но это вообще в такси так нужно делать. Ну и плюс сейчас постоянные стоят. Ой, да перестаньте в это. Ну если не, что... я не шучу, и у меня уже были прецеденты. Если что, то что? Ну, то вопрос решим, если с деньгами что-то проблема. Ну что, дедушка, хорошо бы вина выпить? Нет, так его же я решать буду. Я вас уверяю, что ни один еще пассажир, когда случалась такая неприятность, не говорил: сейчас я выйду, разберусь. Как правило, пассажиры сидят, молчат, хлопают глазами и ничего не производят. Ну, знаете, вот у нас как-то не принято. Так вот, мы решим вопросы и все. В деньгах не проблема. И вообще, знаете, давайте, везите меня куда по адресу, и все хорошо. Нет, если что, вообще-то я приехал к своему сыну. Ну, хорошо, понимаете? Я поздравляю вас и вашего сына. Просто, да, как это относится к ремню-то? Ну, он, во-первых, очень такой популярная личность в этом городе. И всегда вопросы мне поможет решить чем угодно. Так что, пожалуйста, едьте и не отвлекайтесь. Во-первых, вот я сейчас вам поясню. Здесь нет вашего сына, и он вопросы решать не будет. Это я их и буду решать я. То, что он решает какие-то ваши вопросы, я вас поздравляю, несомненно, он наверняка очень хороший. Молодой человек, не отвлекайтесь, едьте спокойно. Если что, я позвоню сыну, он все вопросы мне поможет решить. Я сейчас описываюсь. Ты только погляди на это. А мне поможет? И вам поможет, всем поможет. Да? Вы уверены? Да, ну тот известный человек. Я понимаю, так а в чем проблема накинуть ремень-то? Мы тогда решим все вот другие нюансы. Зачем провоцировать? Ну не знаю. Копов. Я не знаю. Неужели это так принципиально? Не, ну вы просто на принцип идете, есть же правила, и оно несложное. Накинули ремень, и вопрос решен. Просто я не поеду. Сейчас реально копы на каждом шагу стоят. Сегодня выходной, они прям с утра, даже вчера с пятницы, они стояли по всему городу. Я не знаю, что у них там опять за мероприятие идет. Ну я не знаю тоже. Мне надо доехать до гостиницы, я хочу отдохнуть. Это замечательно все. Давайте мы просто накинем ремешок, и все. Я просто из принципа вас тоже не повезу, уж поймите. Вы знаете, меня. вы начинаете мне портить настроение. Потому что прошу вас сделать я как положено. Отвык от таких вот неприятных замечаний. У нас в Саратове все намного проще. Я уже слышал про ваш Саратов. Я рад, отлично. Но у нас в Питере, помимо дождей, низкого неба и депрессии, еще принято пристегиваться в автомобилях. Поэтому, пожалуйста, пристегнитесь. Ну ладно, так и быть. Вы мне одолжение делаете? У вас работа такая, что же делать? Я в другом городе, надо как-то что-то все же прислушиваться. Вам помочь? Да сейчас попробую, я уж не помню. Нет, получилось. Смотрите, и сына вашего не понадобилось, да? Ну, то есть решили вопрос тут вместе как бы, без проблем. Да, но в то же время вы меня расстраиваете. Не надо портить мне настроение. Я только прилетел в самолетах, хочу хорошее настроение. Не портите мне. Ну, во-первых, я вам не порчу настроение, но прям хочется спросить, а то что? Молодой человек, пожалуйста, поезжайте и исполняйте свою работу. Везите меня до цели, куда указано. Своей просьбой пристегнуться, я как раз исполняю свою работу. Ой, ну не надо цепляться к словам. Я же
как бы уже пошел с вашим вам на уступку, то, что вы требуете меня сделать, пристегнуться, ремень, это твой дом. Мне давит как-то, знаете, некомфортно, я чувствую себя неловко. Зато живым будете. И в Саратов Вы вернетесь. ведите машину аккуратно, и все будет хорошо. Лучше на разговоры не отвлекайтесь. Следите за дорогой. Тут город, тут движение гораздо больше, чем у нас в нашем городе. Но все равно надо следить за дорогой, в каком бы вы городе не были. Согласен. Вот следите за дорогой. А это ремень, конечно, мне мешает. Не привык я к нему. Да, клетка сдавливает как-то. Да еще дождь, это не погода. Ну, ладно, как-нибудь доедем. Что ж делать? Чего? О! Ты где бегал, черт нахуй? Конечно, сын бы вопросы все решил. Не надо было и о ремне об этом говорить. Может, он ипотеку мне закроет? Но это совершенно Если он вас не все касается. вопросы Нас решает. не касается. Ну, вы просто так говорите, он все вопросы Ну, решает. вопросы, Я решил связанные с нашей со своим личной вопросом. жизнью. А, с вашей А личной ваша личная жизнь, вы что, мне друг, что ли? Вопросы ипотеки. Вы на своей работе, а я на отдыхе. Лучше вот за дорогу смотрите. Вот пешеходы ходят, тут все. Дождь опять идет. Ну что такая погода у вас тут? Вот, И даже погода плохая, и таксисты плохие, Ну а что делать? и ремень давит. Ну что ж такое в Питере происходит-то непонятное. Да, с погодой плохо. Да, тоже. Что же делать-то? Что же делать-то? Да. Настроение подпорчено. Ладно. Ну ничего, сейчас накатите 100 грамм. После первой не закусывают. В гостинице и настроение Ну уж падает. это святое дело. Ну, понятное конечно, дело. придется выравнивать положение. Программа культурная будет хорошая, так что оправим настроение. К вечеру будет все хорошо. Много машин у вас тут в городе много. Движение насыщенное, ничего не скажешь. Большой город. Так. А вы не были здесь, я так понимаю? Да, как-то не доводилось. Сейчас да, посмотрим просто где там у вас останавливаться. Показано, что через двор надо заезжать, но я думаю, что здесь можно будет ехать. А, я знаю, где это. Сейчас. Нет, вспомнил. Сейчас развернусь тогда и вот остановлюсь там напротив, чтобы вам не переходить. Вот здесь остановлюсь тогда до пешеходника, а вам вот сюда, в эти ворота. У вас безнал. Все, хорошо. Ну а что вы думаете, я так выйду? А как вы выйдете? Ну вы мне настроение все испортили. Да перестаньте вы, Понимаете? ну вы ехали, молчали, сколько там, 20 минут, а знаете, сейчас уже что? накопилось. Я же все это осмыслил и думаю, ну как же так-то? Вы меня тут напрягали с этим ремнем. Я ваш номер запишу сейчас. И как бы... Давайте я вам продиктую, чтобы вы не могли, просто вы номер запишите. Да и всё. ничего, Да? ничего, у меня память запомню хорошо. Все равно у вас будут неприятности. Доставили мне как бы все эти вопросы, сын поможет решить. Какие вопросы? Ну, чтобы что? вас Ну, как-то как? наказали, что ли. Да. Ну как наказали? Привязали к Я столбу не и выпороли знаю, на площади, не что ли? знаю. К Александрийскому Это столбу меня не на интересует. Дворцовой площади меня Ну, пристегнуть неприятности. и вам- выпарят. Вам Ну какие? устроят. Ну что он мне, гвоздей в тапки накидает? Ну Я что? не знаю, Ну что? не Вот вы знаю, не меня знаете, это не ну что? интересует. Так мне в каком моменте-то Главное. бояться начинать? Не знаю, вы можете и без работы остаться. А, серьезно, Так что ли?
будете Ну, говорить. наконец-то я отдохну, слава тебе, Господи, спасибо, уйду в отпуск, Ну, поеду на это Канары. Ваше личное дело, Да, что ну, вы отлично. будете Мужчина, делать. я вас понял, давайте, я уже закрыл поездку, выходите и привет сыну. Всё. Ну, вы знаете, я не тороплюсь пока еще никуда. Ну, вы не торопитесь, а у меня-то работа, между прочим. Я-то как-то, ну, в общем-то, это вы баклуши бьете с Саратова, приехали в отпуск. Вы а мне я-то- настроение, молодой человек, испортили. Вы уже можете отстегнуться. Вы всю дорогу переживали, что вам что-то Да, давит. Можете давило, отстегнуться. вы уже меня так довели, что я уже про этот ремень Чем я забыл. довел-то? Я сидел 20 минут, молчал 15, вообще ни слова не проронил. Ремнем довели своим. Моим? Давил и все на нервной почве. Вы знаете, молодой человек, мне это вообще надоело все. С утра мне все испортили. Испортили все настроение. Ужас. Не знаю, как быть. Ну ладно. Смотрите, сейчас мы с вами же уже решили, накатите сейчас, и все у вас будет хорошо. И у вас, и у вашего сына, я вас уверяю. Ну, я думаю, что будет все хорошо, конечно. А сын у вас, я с ним спросил, он волшебник какой-то, что ли? Почему он все вопросы так решает? Кто чем это не занимается? важно. Не Он важно? хорошо вопросы все хорошо решает, вопросы хорошая решает. работа, зарплата. Все у него, все хорошо. Известный, популярный. И Так всё. завидую вашему сыну. Прям, как бы нам стать Да, такими же хороший мощными. парень, Хороший меня парень. воспитал хороший. Он вас не ждет в гостинице часом? Просто чувствую, Возможно, и что ждет. время я уже не знаю подошло. еще пока. Вам как-то помочь, может, выйти, я не знаю, ну там сумку поддержать, под Ой, вы знаете, хватит, мне уже надоели вы. А так вот, выходите, я ж все, выходите и Все, я выхожу. Хорошо. Надоели вы. Ну, номер я все же забыл. Да, обязательно, запишите, а то забудете, всего все-таки хорошего. возраст. Да, пока. Ну, я так понимаю, что он в Саратове лежал где-то в этом заведении, видимо. И там какие-то, наверное, разыгрывали, кто хорошо кушает, разыгрывали билеты в Питер, бля. Видимо, он выиграл. Бля. Сын его, если ты меня смотришь и слышишь, друг, если ты вообще есть, займись дедушкой с отцом, пропиши таблетки какие-то. Видимо, дед потерял их где-то по дороге в самолете. Видно, сильно надавил ремнями в самолете, и где-то он их выронил. Не знаю, что еще сказать. Нет, ну, старость, понятно, нас всех ожидает. Кого-то продуктивная, кого-то в маразме, кого-то еще в чем-то. Ну, надо как-то, блин, друзья мои, я не знаю даже, надо как-то, надо что-то с этим делать. Потому что если я буду, мне все время некоторые мои родственники говорят, что я в старости буду просто занудным душным дедом. А я не хочу быть занудным душным дедом. Я хочу быть веселым, кайфовым дедом, открывающим шашкой бутылки, блин, пьющим из горла. Ну, может быть, не из горла, может, из стаканчика. Ну, неважно, короче. И рассказывающим супер истории про то, как я в молодости просто сжег не по-детски. Ну, вот это вот был, сука, еще голос такой монотонный. Вот просрался бы он сразу, да, за 2 минуты. Все бы наорал, накричал, сидел бы спокойно, тихо, и сидел, нет, бла-бла-бла-бла-бла, им город у вас говно, и ремень давит, все у вас хуёво. Ну, надо было накатить, и все бы решилось. Надо в самолете было, до самолета накатить, я чувствую прям. А еще я чувствую, что с такой погодой и мне надо накатить. Прям очень сильно чувствую. Ладно. Друзья мои, дедушку на оценку. Чей папа? Забирайте побыстрее. Я так понимаю, сейчас весь Саратов провожал этого деда на самолет, и когда он взлетел, все выдохнули Саратову. Привет, у меня там, кстати, родственники. Если смотрите, привет вам. Поехал работать, друзья мои. Хотя хочется накатить. Приютом я с детства скитался, не имея родного угла. О, привет. Да что-то понять не могу. В какой-то парк вписался. Убогий. Такси соси. Ни деньги вывести нормально не могу. Ни заработать ни хрена. Служба поддержки полная шляпа. Короче, считаю эти копейки, блядь, и плачу. Думаю, какой бы парк перейти.
Я проработал в многих таксопарках, но не мог найти идеальный. Выход нашелся. И я открыл свой собственный парк. Теперь у меня моментальные выплаты, отличная служба поддержки и невероятные заработки. Подключайся к таксопарку Такси Хайп, и все у тебя будет хорошо. Правда, девочки?